Всем салют, вы на канале Где моя клюшка, чувак. Надвигается молодежный чемпионат мира по хоккею, максимально атмосферное и великое событие, лично для меня. У каких сборных самые высокие шансы на успех, а кто будет довольствоваться 1/8, кто провез лучший состав, войдет ли Канада в историю как победитель 3 молодежных чемпионатов мира подряд, кто сможет им навязать борьбу, может Финляндия, Швеция или вообще довольно заряженные, но в то же время неприметные чехи и швейцарцы. Об этом и не только в сегодняшнем видео, но перед тем как начать разбор, у меня огромная просьба к вам подписаться на канал и поставить лайк. Большое спасибо, стартуем. Да, молодежный чемпионат мира максимально непривычен в таком формате, я имею в виду отсутствие сборной России. Сам я, к примеру, ЧМ 2022 вообще пропустил, чисто из-за принципа, но вскоре понял, что хочу его смотреть, так как это было наравне с самим Новым годом, наверное, любимое мероприятие в зимние праздники. А сейчас предлагаю немного окунуться в уже сформированные группы предстоящего ЧМ и порассуждать, у кого какие шансы на успех. Группа А. Финляндия, Германия, Латвия, Швеция, Канада. Латвия и Германия нас сильно не интересуют, поэтому мы их скипаем, а начнем мы с Финляндии. Маловероятно, что команда Лаури Миколы столкнется с проблемами в обороне, так как практика предоставление игрового времени молодым игрокам финской лиги все же имеет свои преимущества. По крайней мере, две пары защитников обладают опытом выступления во взрослых командах. Стоит выделить двух. Первый — это ветеран молодежки Отто Салин. Он уже играл на ЧМ, причем 2 года подряд, хотя и совсем немного, 5 игр, в которых он набрал 3 очка. Второй же — это молодое дарование Вети Вайсанен. Он не особо габаритный, рост 182 и вес 74, но берет свое за счет интеллекта. Не зря же он считается одним из топ-30 проспектов предстоящего драфта. Также обращаем внимание на игроков, проявляющих свои самые лучшие навыки в текущем сезоне. В первую очередь это относится к Консте Хелиниусу. Его выступление привлекает внимание, и он оценивается как один из топ-6-7 проспектов предстоящего драфта. 17-летний нападающий успешно играет за взрослую команду Юкурита, где за 28 матчей набрал 20 очков. Ожидается прорыв от Яни Ньюмана, Расмуса Кумпулайнена и Каспера Халтунена. На этом турнире у финнов состав обновился процентов на 90, может даже больше. По сути, мы увидим совершенно другую команду в сравнении с прошедшим турниром. Но в чем точно нельзя сомневаться, это их трудоспособности и стойкости. Финны уверенно выйдут в плей-офф, а дальше посмотрим. Далее сборная Швеции. Для шведов это молодежный чемпионат мира домашний, поэтому никакие оправдания не допускаются. Шведы придерживаются практики вовлечения местных талантов в свою сборную. У желто-синих практически отсутствуют игроки, развивающиеся в североамериканских лигах. Подавляющее большинство хоккеистов участвуют в шведской элит-серии, выходя на лед в составе взрослых команд. Этот важный момент может оказать влияние на матчи с канадцами, которые номинально считаются более опытными. Следует отметить успехи Джонатана Лекеремаки, перспективного игрока Ванкувера, который в текущем сезоне набрал 16 баллов в 24 матчах в элит-серии. Лично у меня больших надежд на шведов нет, отчего даже интереснее будет за ними наблюдать. Они определенно могут удивить и завоевать наше сердце. Сборная Канады. Впечатляющая и захватывающая, талантливая и организованная сборная. С каждым разом эта команда вызывает изумление из-за качественных игроков, представленных в ее составе. В 70, даже в 80% случаев эти игроки могли бы быть лидерами в других национальных сборных. Оборона текущей молодежной сборной Канады представлена выдающимися и подвижными защитниками. Из габаритных выделяются игроки вроде Орена Мноа, в то время как за мобильность отвечают атлеты вроде Дентона Матейчука. Но самые таланты, конечно, у Калиновых впереди. В атаке выделится будущий первый номер драфта Маклин Селеприни. Удивительно, что команде удалось заполучить нападающего Мэтью Пойтерса, третьего центра Бостона Брюинс, который набрал 13 очков в 27 играх в НХЛ. Добавим к нему нападающего Мэтьюса Савою, выступающего в системе Баффало и уже сейчас показывающего неплохие результаты. Плюс Конор Гики, Истон Кован, Нейт Данильсон и Брайдер Ягер. У канадцев весьма сбалансированная и крепкая оборона, но атака выглядит немного странно из-за множества нападающих, играющих в центре в своих клубах, в то время как на флангах игроков не так уж и много. И также максимально кратко пробежимся по группе Б. Словакия, Швейцария, Чехия, США, Норвегия. На первый взгляд может показаться, что группа скучная, но на самом деле борьба и за первое, и за четвертое место будет бешеная, и я уверен, что она продлится до последнего тура. Сборная Чехии.
Чешская команда лично меня очень удивила. Она представила состав, где большинство хоккеистов двигаются в североамериканской системе хоккея. На прошлом турнире чешская команда неожиданно для всех выиграла группу, в которой играла с Канадой, и даже достигла финала турнира. И главное для чехов, что лучшая их связка в лице Кулих, Шаповалиш и Сале осталась и будет готова разрывать с удвоенной силы. Ребята в совокупности набрали 22 балла на предыдущем чемпионате мира. Да, повторить успех будет нелегко, но вполне реально занять второе место в группе и дойти где-то до полуфинала. Ну и конечно сборная США. Как легко предположить, американская команда безусловно считается явным фаворитом в своей группе. Нет смысла подчеркивать, что практически весь состав этой команды представлен перспективными игроками клубов НХЛ. Очень вероятно, что 4 игрока из Бостонского колледжа сразу привлекут внимание. В частности, Рэнд Пекнолд имеет уникальную возможность собрать линию из одного университетского клуба. Кутюр Готье, 5 номер драфта 2022 года, Уилл Смит, 4 номер драфта 2023 и Гейб Перро, 23 номер драфта 2023 года. Стоит отметить, что Готье один из немногих игроков, у кого есть опыт выступления не только на ЧМ Ю-20, но и во взрослой версии турнира. Четвертым же игроком в этой группе является Райан Леонард, 8 номер драфта 2023 года, но конечно центральную позицию вероятно займет Смит. Среди ветеранов прошлых сборных стоит выделить Трея Аугустина, Рутгера, МакГрорти, Джимми Снагеруда и Райана Чесли. Кроме того, как потенциальное открытие турнира следует выделить Кори Тиранса, проводящего успешный сезон в ОХЛ, а также защитника Зюва Биюма, оцениваемого в районе 20-й позиции среди топ-проспектов. Да, сейчас мы пробежались несколько по верхам каждой из сборных, которые нас интересуют. Если вы хотите подробный разбор какой-то из команд, то обязательно пишите об этом в комментариях, постараюсь сделать, если будет много желающих. Ну и переходим к выводам. На основе всего вышеперечисленного давайте же поймем, кто станет чемпионом. Мой вердикт таков: сборная США. Почему? Назову несколько причин. От Дэвида Карла подобрался на удивление очень сбалансированный состав из сплава опыта и драйва, техники и хоккейной грубости, в какой-то мере даже жестокости. Думаю, США займет первое место в группе, вероятно один раз даже проиграет, причем это поражение не будет ничего значить, проиграть может она любой команде в своей группе, а в плей-офф уже пацаны с опытом выступления в НХЛ зарешают. Причем состав не выглядит ультразвездным по именам, но как раз таким они брали золото у хозяев льда канадцев в уже далеком 2021 году. Но правда, если сейчас взглянуть на тот состав американской сборной, то вы увидите, что лишь один человек стал прям успешен. Это Тревор Зегарс, а остальные довольно посредственные. Хотя тому поколению уже за 20 и раскрываться так-то пора. Поэтому я, пожалуй, буду даже притапливать именно за сборную США, раз России на этом турнире нет. А вы что думаете? Пишите свое мнение и дополнения в комментариях, пообщаемся, отвечу всем лично. Вам спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк, чтобы подобного контента было больше. А я с вами прощаюсь, всем больше хоккея.